牛逼，兄弟，牛逼！跑喽，跑喽！В воскресенье, 26 июля в 03:50 по местному времени, эпицентр тропического циклона Ноуль пересек береговую линию материкового Китая в уезде Хуэйдун городского округа Хуэйчжоу в провинции Гуандун. Скорость устойчивого ветра вблизи центра шторма в момент соприкосновения с сушей составляла 110 км в час, а максимальные ураганные порывы ветра на побережье достигали 45 метров в секунду, что эквивалентно 162 км в час. Ноуль стал 12-м по счету циклоном в Тихоокеанском бассейне с начала текущего года и третьим, оказавшим прямое воздействие на территорию КНР за июль. По оценкам профильных ведомств, это самый мощный тайфун, достигший побережья Китая с начала 2026 года. Национальный метеорологический центр объявил режим повышенной готовности в связи с рисками масштабных паводков и инфраструктурных разрушений на юге страны. Регион, принявший на себя основной удар, является одной из наиболее плотно застроенных и экономически активных зон КНР. Скорость ветра, превысившая на пике 162 км в час, в сочетании с экстремально низким атмосферным давлением, привела к формированию мощного штормового нагона воды в прибрежных районах. Шквальные порывы такой силы классифицируются по метеорологической шкале как ветер 14 уровня. Метеорологические станции в провинции Гуандун зафиксировали выпадение осадков, интенсивность которых в отдельных районах превысила 50 мм в час. Траектория движения циклона указывает на его дальнейшее продвижение в северо-западном направлении, вглубь материка, что ведет к постепенному падению скорости ветра, но значительно увеличивает гидрологическую нагрузку на внутренние речные системы. Масштаб потенциальной угрозы потребовал от профильных ведомств провинции Гуандун задействования экстренных протоколов безопасности. До непосредственного выхода шторма на сушу из зон повышенного риска, низин, прибрежных территорий и районов с угрозой оползней было превентивно эвакуировано более 715 тысяч человек. В городах, оказавшихся на пути следования циклона, был активирован регламент 4 приостановок. Данный правовой режим предписывает полную остановку работы образовательных учреждений всех уровней, прекращение строительных и производственных процессов, временное закрытие торговых площадок, рынков, а также большинства коммерческих предприятий. Эти меры позволили существенно снизить плотность трафика на дорогах и минимизировать нахождение людей на открытом пространстве под воздействием шквального ветра. В
Влияние тайфуна привело к серьезным сбоям в логистической сети Южного Китая. Железнодорожное управление КНР приняло решение о полной приостановке движения пассажирских и грузовых составов по всей территории провинции Гуандун. Ограничения затронули как пригородные маршруты, так и ключевые направления дальнего следования. Параллельно сложная ситуация наблюдалась в авиационном секторе. В международном аэропорте Гонконга из-за ураганного ветра и около нулевой видимости было отменено около 350 рейсов, что вызвало задержки в обслуживании десятков тысяч пассажиров. Серьезно пострадал от штормового фронта также специальный административный район Гонконг. По данным медицинских служб, травмы различной степени тяжести получили как минимум 9 человек. Основной причиной травматизма стало падение деревьев и незакрепленных строительных конструкций, сорванных ветром. Несмотря на то, что при продвижении вглубь материка Ноуль постепенно теряет силу, его разрушительный потенциал смещается в сторону экстремальных осадков. Согласно текущим прогнозам Национального метеорологического центра Китая, плотные дождевые облака будут оказывать воздействие на регион как минимум до вторника, 28 июля. В зону максимального риска наводнений входят 4 внутренние провинции – Яньцзи, Хунан, Хубэй и Фуцзянь. Министерство водного хозяйства Китая уже выпустило предупреждение о критическом повышении уровня воды в малых и средних реках. В горных районах этих провинций объявлен высший уровень опасности из-за угрозы схода селей и оползней, способных перекрыть транспортные артерии и заблокировать населенные пункты. Превентивная эвакуация и своевременное введение инфраструктурных ограничений позволили избежать массовых человеческих жертв на побережье. Тем не менее, экономический ущерб для промышленного сектора провинции Гуандун и транспортной системы региона еще только предстоит оценить после полной стабилизации погодных условий. Мониторинг ситуации во внутренних провинциях Китая продолжается в круглосуточном режиме. Официальные ведомства рекомендуют населению центральных регионов строго следовать предписаниям служб гражданской обороны.